Рада приветствовать всех любителей вязания. Если вы ищете красивый и необычный узор без лишней ажурной дырявчатости, то этот вариант вас может заинтересовать. Это рельефный рисунок в виде вот таких вот ромбов, которые расположены в квадрате и создает эффект утонченности и стиля, что делает этот узор универсальным вариантом для вязания теплых и уютных вещей в холодное время года. Он идеально подойдет для свитера, например, как вы видите сейчас на экране, теплого палантина, зимней шапки или же шарфа. Здесь подойдет любая гладкая и пушистая пряжа. Может быть шерсть, полушерсть или же акрил, если у вас чувствительная кожа. Также будет из пушистых видов пряжи, он будет красиво выглядеть в ангорке, в достаточно пушистом мохере. Еще хочу сказать, что он смотрится красиво как самостоятельный, как вы видели немножечко ранее, связан свитер. Также очень красиво в виде отделки по низу изделия, рукавов, к примеру, горловины. Также очень будет эффектно выглядеть в виде центрального мотива в изделии, которое связано просто лицевой гладью или платочным узором. Вот так этот узор выглядит при вязании снизу вверх. Здесь все срезы ровные, что упрощает задачу, если изделие сшивное. Если же вы вяжете от горловины, он будет выглядеть точно так же, потому что узор зеркальный, как относительно центральной линии право-лево, так и вверх-вниз. Изнаночная сторона этого рисунка выглядит вот таким вот образом. Сам узор выглядит красиво как в достаточно плотном вязании, так и в рыхлом исполнении будет выглядеть красиво и гармонично. Свой образец я вязала из полушерсти. Здесь 200 метров в 100 граммах. И спицы у меня здесь номер 3,5. Раппорт самого узора составляет 18 петель в ширину и 24 ряда в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт данного узора, поэтому я набрала 21 петлю, 18 это раппорт узора, 1 петля симметрии в конце ряда и 2 кромочные. Давайте начнем первый ряд. Кромочную я переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. Он начинается с лицевой скрещенной петли. Чтобы петли скрещенные смотрели у меня все в одну сторону и в лицевых, и в изнаночных рядах при поворотном вязании, я меняю ее расположение на классическое и за заднюю стенку провязываю лицевую скрещенную петлю. Далее идет 1 изнаночная и перекрещивание 1 на 1 влево. Для этого я за работой подхватываю вторую петлю и провязываю ее лицевой. Не сбрасывая петли со спицы, я провязываю первую петлю. Вот таким образом. Далее 2 лицевые. И вновь перекрещивание 1 на 1. За работой подхватываю и провязываю вторую лицевую, не сбрасывая, провязываю первую лицевую петлю. Вот таким образом. Далее 3 лицевые и буду вязать симметрично. Перекрещивание 1 на 1 вправо. Для этого нить у меня перед работой. Первую петлю я переношу на правую спицу, возвращаю нить как для лицевого вязания и провязываю 1 лицевую петлю. Далее за работой подхватываю первую непровязанную петлю, все спускаю, на правую спицу возвращаю уже провязанную петлю, нить как при вязании лицевой глади и провязываю вторую лицевую петлю. Далее 2 лицевые
и вновь перекрещивание вправо. Переснимаю первую, вторую провязываю, далее меняю их местами и провязываю непровязанную петлю. И 1 изнаночная. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии. Здесь это лицевая скрещенная и кромочная петля. Все четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку. То есть, если это изнаночная петля, она провязывается изнаночной, если лицевая, то лицевой петлей. Накидов в этом узоре нет. Если же вы вяжете по кругу, вы также провязываете все петли по рисунку в четных кругах. Думаю, сложностей в провязывании лицевых и изнаночных петель возникнуть не должно, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочную переснимаю. Далее у меня идет лицевая скрещенная петля, 1 изнаночная, 1 лицевая, перекрещивание 1 на 1 влево, я провязываю вторую петлю, потом первую. Дальше 2 лицевые петли, еще одно перекрещивание, провязываю вторую, затем первую петлю. Между ними 1 лицевая и вяжу симметрично. Переснимаю первую, а вторую провязываю. Возвращаю первую петлю на левую спицу и провязываю ее также лицевой. Далее 2 лицевые петли и еще одно перекрещивание. Первую сняла, вторую провязала. Далее поменяла их местами и провязала непровязанную петлю. 1 лицевая и 1 изнаночная. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии. Здесь это лицевая скрещенная и кромочной петлей. Пятый ряд. Кромочную переснимаю. Дальше 1 лицевая скрещенная петля, 1 изнаночная, 2 лицевые, перекрещивание 1 на 1 влево, я провязываю вторую, потом возвращаюсь, провязываю первую, ничего не сбрасывая со спиц. 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, 2 лицевые, скрещивание вправо, для этого переношу первую петлю на правую спицу, нить перед работой, провязываю вторую петлю, за работой поднимаю непровязанную петлю, затем ее провязываю с левой спицы. 2 лицевые и изнаночная петля. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой скрещенной, это у меня петля симметрии, и кромочной петлей. В изнаночных рядах какие петли провязывать изнаночной скрещенной перепутать практически невозможно, потому что они всегда будут расположены между лицевыми петлями. Вот эта петелька между лицевыми, это изнаночная скрещенная. Седьмой ряд. Кромочная, 1 лицевая, обычная петля. Далее идет перекрещивание петель. Я поменяю расположение на удобное мне и провязываю сначала вторую, затем первую. Далее 2 лицевые и вновь перекрещивание 1 на 1 влево. Провязываю вторую петлю, затем первую. 1 лицевая петля, 1 изнаночная, лицевая скрещенная между изнаночными петлями, вновь 1 изнаночная, 1 лицевая. Далее скрещивание 1 на 1 вправо, нить перед работой, первую петлю я сняла, вторую провязала. Поднимаю первую петлю, нить возвращаю в рабочее положение и провязываю ее. Далее 2 лицевые петли и вновь перекрещивание, нить перед работой, первую петлю пересняла, вторую провязала лицевой. Далее за работой подняла непровязанную петлю
и провязала ее. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю лицевой, обычной лицевой петлей в этом ряду и кромочной. 9 ряд. Кромочную переснимаю, далее 2 лицевые петли, перекрещивание 1 на 1 влево, я провязываю вторую петлю, затем первую. Можно пользоваться дополнительной спицей, если вам так удобнее. Далее 2 лицевые петли, вновь перекрещивание влево, вторая и первая петля. Дальше изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная петля и перекрещивание вправо. Первую переснимаю, вторую провязываю, затем меняю их местами и провязываю непровязанную петлю. 2 лицевые затем идет и вновь перекрещивание 1 на 1. Провязываю вторую петлю, нить перед работой, далее меняю их местами и провязываю вторую петлю. После чего идет 1 лицевая петля, и на этом заканчивается вязание раппорта узора. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. 11 ряд. Кромочную переснимаю. Далее идет 3 лицевые петли, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Лицевая скрещенная. Далее вяжу симметрично 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 2 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой, это петля симметрии, и кромочной. В 12 ряду четном вы будете провязывать все петли изнаночными, лицевыми провязываются только те петли, которые обрамляют изнаночную скрещенную петлю. С 13 ряда мы повторяем все то же самое, что вязали первые 12 рядов, только со смещением в пол раппорта, так как узор выполняется в шахматном порядке. Итак, кромочную я переснимаю, провязываю 2 лицевые петли, далее скрещивание 1 на 1 вправо, нить перед работой, первую петлю переснимаю, вторую провязываю, возвращаю петлю на рабочую спицу и провязываю ее. Далее 2 лицевые и вновь перекрещивание 1 на 1 вправо. Первую сняла, вторую провязала петлю, поменяла их местами и провязала недостающую. Далее 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, перекрещивание 1 на 1 влево. За работой я провязываю вторую лицевую петлю, а перед работой первую. Затем идет 2 лицевые петли и вновь перекрещивание влево. Провязываю за работой вторую петлю, возвращаюсь и провязываю первую. Затем все 2 петли сбрасываю со спицы. И 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 1 лицевой и кромочной. 15 ряд. Кромочная, 1 лицевая, перекрещивание 1 на 1 вправо, нить перед работой, первую петлю переношу, вторую провязываю, затем первую петлю возвращаю на рабочую спицу, перекрещиваю их и провязываю первую петлю. Далее 2 лицевые, вновь перекрещивание вправо, 1 на 1, выполняю его точно так же, потому что я не люблю пользоваться дополнительной спицей. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 1 лицевая и перекрещивание 1 на 1 влево. За работой провязываю вторую петлю,
Далее первую и сбрасываю обе петли со спицы. 2 лицевые и еще одно перекрещивание. Провязываю вторую петлю, затем первую. Я провязала полностью раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой, это петля симметрии, и кромочной. 17 ряд. Кромочная, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, 2 лицевые, перекрещивание 1 на 1 вправо. Вы можете другим способом выполнять, как вам удобнее. Мне так привычнее. Далее 2 лицевые петли, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 лицевые петли, перекрещивание петель 1 на 1 влево, я провязываю вторую, затем первую. Дальше идет 2 лицевые петли и изнаночная. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой скрещенной и кромочной петлей. 19 ряд. Кромочная петля, 1 лицевая скрещенная, 1 изнаночная, лицевая петля, перекрещивание 1 на 1 вправо, первую петлю снимаю, вторую провязываю, далее возвращаю на рабочую спицу непровязанную петлю и провязываю ее. 2 лицевые петли и вновь перекрещивание вправо. Первую снимаю нить перед работой, провязываю лицевой петлей, возвращаю за работой на рабочую спицу и провязываю ее. Дальше 1 обычная лицевая петля. Теперь перекрещивание 1 на 1 влево. За работой я подхватываю и провязываю первую лицевую петлю, далее вторую. Обе петли сбрасываю со спицы, дальше 2 лицевые. И вновь перекрещивание 1 на 1 вправо. 1 лицевая и 1 изнаночная. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой скрещенной, это петля симметрии, и кромочной петлей. 21 ряд. Кромочная, дальше лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, перекрещивание петель вправо, провязываю вторую, далее возвращаю на спицу первую петлю и ее провязываю, 2 лицевые затем следуют и вновь перекрещивание 1 на 1 вправо выполняю. Затем 3 лицевые петли и перекрещивание влево. Провязываю за работой вторую, затем первую петлю. 2 лицевые и вновь перекрещивание влево. Вторую и первую петлю. 1 изнаночная. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой скрещенной и кромочной петлей. 23 последний лицевой ряд данного узора. Кромочную переснимаю. Дальше идет 1 лицевая скрещенная петля, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5 и 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии лицевой скрещенной и кромочной петлей. В 24 ряду, также как предыдущий разделительный ряд, там где были изнаночные петли, будет провязываться лицевой только петли, которые обрамляют изнаночную скрещенную. Все остальные петли будут провязываться изнаночными.
И вот такой милый квадратик у нас получился. Вообще я очень люблю ажуры, но зимой они не всегда уместны, поэтому подыскиваю вот такие варианты. Спасибо, что провели это время со мной. До встречи на канале.